На днях индийское издание Indian Defense Research Wing сообщило, что Армения проводит техническую оценку индийских ЗРК МР-САМ и Акаш-НГ, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям армянской армии. Согласно статье, на основании этих оценок будет принято решение между покупкой МР-САМ и Акаш-НГ. По данным источников индийского ресурса, ЗРК МР-САМ среднего радиуса действий является для Армении более предпочтительным вариантом по многим параметрам. В начале 2023 года уже была информация, что Армения делала запрос на приобретение у Индии ЗРК МР-САМ, и индийцы периодически стараются держать тему покупки Арменией индийских систем ПВО на подогреве. ЗРК МР-САМ, которая расшифровывается как Medium Range Surface-to-Air Missile, известен еще как АПРА, несмотря на почти полную индийскую локализацию производства, все же является совместным продуктом предприятий, входящих в индийскую организацию DRDO и флагмана израильской оборонной промышленности компании Israel Aerospace Industries, давнего оборонного партнера Азербайджана, и является полной копией израильского ЗРК «Барак-8». В программе создания системы в ее ракетной части также приняла участие израильская компания «Рафаэль», давний оборонный партнер Азербайджана. В марте 2024 года Israel Aerospace Industries создала дочернее предприятие Aerospace Services India и открыла новый офис в Нью-Дели. Сервисный центр будет готов к концу 2024 года и будет заниматься в первую очередь обслуживанием и ремонтом систем ПВО МР-САМ, находящихся на вооружении индийской армии. К 2016 году Israel Aerospace Industries экспортировал в Азербайджан ЗРК «Барак-8» в количестве 2 батарей, предположительно 12 пусковых установок, смонтированных на тягачах белорусского производства МЗКТ «Волотавту» в комплекте с радарами ELM-2084 и около 150 ракет различной дальности. Если добавить еще нечто существенное, то оперативно-тактические ракетные комплексы «Лора» тоже поставлены в Азербайджан компанией Israel Aerospace Industries. Азербайджан и Израиль связывает союзничество, основными целями которого является обеспечение израильских оперативных возможностей в регионе через азербайджанскую территорию и стабильных поставок азербайджанской нефти в Израиль. Азербайджан также является постоянным клиентом израильского ВПК. Азербайджан выступал стартовым иностранным заказчиком. Сотрудничество Израиля и, в частности, израильской компании Israel Aerospace Industries и Азербайджана настолько плотное, что еще недавно, в ноябре 2023 года, компания Israel Aerospace Industries заключила крупный контракт с Азербайджаном на поставки усовершенствованной версии серии Барак ЗРК Барак МХ. В связи с этим, в случае заинтересованности Армении в продукте совместной разработки присутствуют моменты, с которыми Индия должна будет разбираться, подходя с максимальной осторожностью. Израиль входит в тройку надежных поставщиков и крупных военно-технических партнеров Индии. Израиль помогал Индии оружием и передачей некоторых критически важных оборонных технологий после индо-пакистанского пограничного конфликта в 1999 году Каргильской войны. И если верить ряду арабских и государственных иранских СМИ, Индия сейчас помогает Израилю гаубичными снарядами и рядом других вооружений в войне против Хамас и Хезболла. К вопросу взаимоотношений с Израилем индийцы будут подходить, руководствуясь своими интересами, не навредив дружественным партнерским отношениям. Некоторые индийские военные эксперты утверждают, что Индия не зависит от Израиля в вопросах оформления экспорта данных систем вооружений, и израильское разрешение для экспорта в Армению может и не потребоваться. Но тут остро встанет вопрос доверия по отношению к Индии со стороны крепко привязанных к азербайджанским интересам израильских партнеров. Если Израиль будет против поставок Армении аналогов ЗРК «Барак-8», то Индия, не навредив своим отношениям с Израилем, вероятно, будет продолжать предлагать Армении свой национальный ЗРК Акаш-НГ
как альтернативу. И это будет выглядеть логично, учитывая, что, по заверению индийского СМИ, Армения уже приобрела системы ПВО Акаш-1С. Версия Акаш-1С, по заявлениям ряда индийских военных экспертов и интернет-ресурсов, а они часто противоречивые, может работать по воздушным целям на дальность до 30 километров, по другим данным от 20 до 25 километров, и на высоту до 18 километров, по другим данным до 15 километров. РЛС и мобильный пункт управления позволяют обнаруживать до 64 целей и наводить на цели до 12 ракет одновременно. Пусковая установка несет 3 зенитных управляемых ракеты, и одна батарея состоит из 4 пусковых установок и другой – вспомогательной техники. Ожидается, что для армянской армии пусковые установки этих ЗРК будут на цельном шасси, возможно, Татра-815, с колесной формулой 8х8, а не на полуприцепе, как это эксплуатируется в индийской армии. Этот вариант отличается лучшей подвижностью и имеет меньшие габариты, чем на полуприцепе или гусеничном шасси, как это предусматривалось при разработке проекта в начале 2000-х годов. Определенно, ставка должна делаться на мобильность зенитных батарей, особенно в условиях, когда в радиусе действия одной батареи потенциально может оказаться большое количество вражеских ударно-разведывательных БПЛА и барражирующих боеприпасов, количественно превышающих готовых к пуску 12 ракет одной батареи. Немалое значение также имеет количество приобретаемых ЗРК, необходимых для обеспечения достаточной плотности покрытия защищаемых участков воздушного пространства. Например, в конфигурацию одного полка ЗРК «Акаш» в индийской армии входит 6 батарей с 24 пусковыми установками. Во время войны 2020 года, после массированных высокоточных ударов в первые дни боев и выведения из строя большого количества самоходного и стационарного ПВО армии обороны Арцаха, ощущалась недостаточность ЗРК Тор-М2, благодаря чему появлялись бреши в воздушной обороне, чем и пользовалась азербайджанская бомбардировочная авиация. Одним из главных минусов ЗРК серии «Акаш» является отсутствие применения в боевых условиях, в отличие, например, от российских ЗРК Тор-М2. Их достоинства и недостатки были видны на примере использования Тор-М2 во время войны в Арцахе в 2020 году. Акаш неоднократно использовали на различных учениях индийские силы ПВО, стреляя по различным мишеням, в том числе и скоростным, но это не может считаться боевым применением. И не исключено, что первое боевое применение Акаш может произойти при эксплуатации его в армянской армии. В отличие от Акаш-1С, ЗРК Акаш-НЖ – это вооружение новой поколения, которому, если верить сообщениям индийского СМИ, имеет повышенный интерес Армения, имеет совершенно новую пусковую установку с 6 зенитными ракетами в контейнере, и дальность поражения цели увеличена до 50 километров, по другим данным – до 70 километров. В разработке были учтены инженерные решения, примененные в индо-израильской программе по МР-САМ, в частности, в технологиях ракетного двигателя. В январе 2024 года Индия провела очередное испытание Акаш-НЖ, и в результате успешного запуска была уничтожена высокоскоростная беспилотная цель. Испытания подтвердили полную готовность системы к перехвату различных воздушных объектов, что позволит организации ДРДО довести систему до серийного производства. Конечно, если сравнивать Акаш-НЖ и МР-САМ на текущий момент, то выбор Армении в пользу МР-САМ намного очевиден. МР-САМ использует аналоги израильских ракет «Барак-8». В ходе стрельб подтверждена возможность уничтожения высокоскоростных целей и беспилотников на дальности до 70 километров и имеет налаженную производственную линию. Но одного стремления Армении приобрести и желания Индии продать МР-САМ может оказаться недостаточно. Несмотря на то, что гендиректор израильской компании Rafael Advanced Defense Systems
как-то заявил, что их задача состоит не только в производстве ракет в Индии, но и в возможностях их экспорта. В случае с Арменией могут автоматически возникнуть множество политических и неполитических препонов. При этом причины для возникновения таких препонов в отношении Армении, помимо учета азербайджанских интересов, у Израиля могут быть разные, в том числе и такие, как после признания Арменией Палестины. Советник премьер-министра Израиля грозит долгосрочными серьезными последствиями для отношений между Арменией и Израилем. Многое в вопросе с поставками ЗРК МР-САМ в Армению зависит от позиции Израиля. Могут возникнуть вопросы, почему Армения не приобретает ПВО у Франции. Вероятно, производственные мощности Франции и скорость производства не настолько высоки, как в Индии, и поставки от Франции новых средств ПВО придется ждать, в лучшем случае 5-10 лет, а возможно и больше. Здесь не стоит забывать и о текущих потребностях Украины в средствах ПВО. Подписывайтесь на наш канал и следите за самыми актуальными и важными новостями.